Всем привет, меня зовут Владимир. Добро пожаловать на мой канал, где мы описываем разные мотоциклы, делаем их обзоры. В данном случае мы будем рассматривать мотоцикл Suzuki SV400S. В этом видео мы про него расскажем, опишем его некоторые технические характеристики и моменты, прокатимся на этом мотоцикле и опишем свои ощущения. Но прежде чем мы перейдем к самому обзору непосредственно, я хочу очень поблагодарить вас за ваши комментарии. И в первую очередь поблагодарить Аннигилятор Хаоса. Вот здесь вот его ник, за его чудесный комментарий практически к каждому нашему видео. Я очень рад всегда их читать, поэтому комментируйте больше. Погнали! Suzuki SV400S — это мотоцикл дорожный. То есть, несмотря на то, что он в пластике, несмотря на то, что передняя часть у него в пластике, это дорожный мотоцикл. Тем, кто хочет какие-то характеристики, пожалуйста, вот я слева здесь сейчас их размещу. Все, посмотрели, поехали дальше. Данная модель выпускалась с 1998 года, и вначале она выпускалась без пластика. То есть вот этот передний пластик, что вы видите сейчас, он отсутствовал. У нее идет обычная передняя фара, как у дорожника, как на Honda CB400, как на Yamaha XR и им подобным. Это у нас S-версия. То есть вот видите, даже сбоку мотоцикла написано у нас SV400S. То есть, если это есть S, значит, это мотоцикл изначально идет с завода в пластике с таким обтекателем. Смотрится, конечно, гораздо красивее, да, но весит немножко тяжелее, там буквально несколько килограмм. Не думаю, что это на, скажем, передвижению по городу или по трассе как-то скажется, но вес мотоцикла немножко увеличен, то есть имейте это в виду. Как видите, у нас есть V-образный мотор, почему-то его некоторые называют L-образным мотором. Но по факту это именно V-образный мотор. То есть, если обратить внимание, цилиндры у него расположены именно как буква V, не как буква L. Касательно мотора, у него 53 лошадиных силы на 400 кубических сантиметров камеры сгорания двигателя. Вот. Но так как это V-образный мотор и работает он своеобразно, так скажем, у него очень сильные низа и средние обороты. Но это прям очень чувствуется, когда мы вот здесь катаемся. Мы обычно проверяем все мотоциклы на этом участке. Вот. И CB400, если чтобы разгазовать хорошо, чтобы он тяга прям появилась, его нужно газовать там больше 4-5-6 тысяч оборотов, то на этом мотоцикле он буквально с низов едет. Вот прям как в крузер, прям как чоппер и подобные ему. Давайте на нем прокатимся, посмотрим, на что он способен по этому небольшому отрезку. И опишем свои ощущения. Ну, мотоцикл уже чуть-чуть подпрогрет. Мы его где-то час, может, назад прогревали. То есть немножко у него, так скажем, тепла осталось. Но все равно сейчас он не горячий. Вот, попробуем. Посадка у него своеобразная. То есть, если вот вы смотрите сейчас сбоку, с моим весом 100 килограмм и ростом под 180, у него такой, знаете, то есть неровный, как на CB400. Вот на CB400 я бы сидел примерно вот так. На этом мотоцикле, то есть, идет небольшой наклон вперед. Не как на спортбайке, конечно, где вы прям вот так садитесь. Но по большей части это как бы, ну, следующий, так скажем, уровень наклона спины. То есть, короче, у нас получается наклон чуть более вперед. Ну, как бы, не знаю, хорошо это или плохо. Давайте проверим. Также сразу хочу отметить очень маленький угол поворота руля. Я не знаю, как на S, как на обычной версии мотоцикла, на Suzuki SV400, но на S-версии угол руля поменьше. То есть приходится практически разворачивать, как будто вы сидите на спортбайке. Прокатился я на этом мотоцикле, прощелкал его до 3-й максимум передачи. Здесь отлично все проверяется на этом участке. То есть, да, у него есть отличная тяга на низких оборотах и средних. Абсолютно точно могу сказать. Но на верхах он не едет. Мотоцикл на верхах особо не едет. То есть, крутить его практически смысла нет. Из, так скажем, особенностей того, что мне понравилось, что вот вы едете просто, неважно, 2-я, 3-я передача, там,
чуть газу открыли и поехали. Не задумывайтесь о том, что у вас низкие обороты. Но, как правило, всегда ездишь в спокойном режиме на низких оборотах, то есть очень удобно на обгонах. По ощущениям, мотоцикл довольно-таки легкий, то есть нет какой-то тяжести, как на литровом спортбайке, когда, ну, как какой-нибудь ZX 12R или ZR литр 100, нету такого, что им тяжело управлять. Мотоцикл легкий, это обычный дорожник 400. Вот, при этом у него есть запас мощности, причем хороший. Выглядит это приятно, и в то же время видите спереди две фары, и левая линзовая фара смотрится как очень-очень классно, на самом деле, очень стильно. И на самом деле, когда люди, не знающие, видят вас, то есть, которые не разбираются в мотоциклах, они даже могут подумать, что это суперспорт. То есть, как бы, различия у него, понятное дело, есть, как бы, но визуально люди, о, клевый байк, типа, что такое стоит, знаете, там, как оно обычно бывает. Пару слов касательно посадки. Посадка у него, на самом деле, очень удобная. То есть, несмотря на то, что вы сидите с небольшим наклоном вперед, какого-то дискомфорта, которого обычно можно испытать на спортбайках, то есть когда в позе креветки, так скажем, на этом мотоцикле у меня не было. Ну и конкретно этот мотоцикл с пробегом 59 тысяч километров, но ходят они очень много, то есть мотоциклы с подобными моторами V-образными, которые не нужно крутить до отсечки, чтобы он у вас поехал, ходят, ну, до 100 тысяч без капиталок вообще легко. Подведем итоги. Suzuki SV400. Красивый мотоцикл, да, согласимся все, что это красивый мотоцикл, что он смотрится гораздо красивее, чем дорожники, за счет того, что у него морда вся в пластике. Конечно, любителей поспорить будет много, но лично на мой вкус это очень красивый мотоцикл. Разобрались. Дальше. Посадка. Посадка у него удобная, несмотря на то, что есть небольшой наклон, чуть больше, чем на дорожных мотоциклах, и у него стоят клипоны вместо обычного руля. Ездить на нем очень-очень удобно. То есть вы сидите, и я какого-то дискомфорта не испытал. Расход топлива заявлен в районе 6-7 литров, как бы реальный заявленный расход топлива. Но я думаю, вполне можно при езде 90, 80, 90, как бы экономить и ниже 5 литров. Скажите, что вы об этом думаете в комментариях. Для меня очень важно знать реальную информацию. Если у вас такой мотоцикл или подобного класса, пожалуйста, напишите, сколько у вас он потреблял на 100 километров. Касательно назначения, этот мотоцикл подойдет как для города, так и для бездорожья. То есть у него даже есть ветрозащита. То есть если есть какая-то необходимость, вы вот так прыгаете, вот так ложитесь на него и едете за ним. Понятно, что от дождя особой защиты у вас не будет, все равно все к чертям промокнет, но от ветра защита есть, какая-никакая, она есть. Так что, ребят, я надеюсь, что я полностью раскрыл, ну или постарался раскрыть полностью этот мотоцикл. К сожалению, сейчас у нас уже зимнее время года, не получается его выкатить на дороге, но обязательно сделаем обзор на подобную технику в летнее время года. Ребят, пишите, что вы думаете об этом обзоре, об этом мотоцикле в своих комментариях. Я всегда рад обратной связи. Я читаю абсолютно все комментарии. Вот. И если я не ответил, это не значит, что я не прочитал. Я обязательно прочитал Аннигилятор Хаоса. Что ж, до новых встреч. Погнали. И, кстати, если кого интересует техническое состояние именно данного мотоцикла, то заходите по ссылочке в правом верхнем углу. Я снял там отдельное видео, где разбираю техническое состояние данного мотоцикла Suzuki SV400S.